Приветствую всех тех, кто тыкнул на этот ролик. Как вы думаете, как должна выглядеть игра, которая объединяет в себе историю про любовь, сильных и независимых, и индусов? Секс со Сталиным? Да. Я вижу, что вы не догоняете, и поэтому я кину название вам в лоб. Флоренс или Флоренс. Зайдя на страницу в Steam, так и не скажешь, что эта игра как-то отличается от предыдущих новелл про любовь, которые я проходил на канале. Но не дайте себя обмануть, дети мои. На вид это не то, чем кажется, и сейчас я вам расскажу и покажу, что это такое. Добавлю от себя, что, возможно, вы будете со мной не согласны, но на то есть комментарии, так что пишите, мне будет интересно это все почитать. Ну, вроде все, что надо, сказал, начинаем новую игру. Игра начинает нам рассказывать историю милой девушки по имени Флоренс Йейоу. Йоу! И о ее взрослой и достаточно скучной жизни. Ну знаете, ранний подъем, работа до потери пульса, пиво перед телевизором, ну и все то, о чем вы мечтали в детстве. Вы же об этом мечтали в детстве? Далее нам с нихуя, и я не шучу, вкидывают главу про воспоминания Флоренс, где она с самого детства мечтала стать какой-то там креативной личностью. Но мамка, блин, заставила учиться, и поэтому я не стала кем хотела, блин. Эх, какие прекрасные воспоминания. Глава 3. Музыка. И нет, ребят, это не я чертила, это реально такое всратое повествование. Вот буквально, блять, такой переход на 3 главу. Окей, 3 глава. Флоренс гуляет по улице, слушая треки Моргена в какой-то подворотне, но, о ужас, ее ебаный Сёми садится на морозе, и теперь ей приходится идти по улице без музыки в наушниках. Но, о чудо! На улицах города она слышит прекрасную мелодию, которую играл какой-то местный индус или цыган. Ну, как говорится, денег не дам. Но Флоренс он дико западает, и весь оставшийся вечер она думает о нем. Глава 4. На следующий день, проезжая на велике, она замечает нашего попрошайку и, засмотревшись на него, въебывается в столб и раскидывает ласты на дороге. Благо наш потемневший герой замечает это и помогает Флоренс, после чего у них завязывается диалог, где некий... Кринж дает ей свой номер, после чего они идут на свидание, где под действием алкоголя смакуют друг другу десна. Ну и вот пошло дело, пошли и страсти, мечты, совместные планы, буря эмоций, первые успехи, взаимопомощь, знакомство с родными. Они реально индусы, блядь, я думал, это фэк. Казалось бы, ну что может случиться такого переломного в этом круговороте любви? А вот случилось. Не смогли они в пятерочке примеши по акции взять. Поругались прям там. Вот представляете, драма-то какая. Придя домой, они, конечно же, помирились. И, казалось бы, ну, первый звоночек. Но в 10 главе они решают съехаться, блять. Охуенно. И живут они душа в душу. И спят они в обнимку, завтракают вместе, сердечки друг другу отправляют. Хотя кого я обманываю? Кринж в основном плачущие смайлики ставил. Вот что значит жить с абьюзером. Ну а потом все, пиздец. Рутина япона, мать. Отношения пошатнулись, бедные сидят, корпят на своих работах. Хотя Кринж все это время в академии проводит, так что тянуть семью приходится нашей сильной и независимой. Ух, блять. Бедная Флоренс даже забывает о том, что всегда мечтала стать художником из-за этой рутины, и забивает на хобби или какой-либо другой досуг, из-за чего срывается на Кринжа. И в итоге они опять ссорятся, что и приводит к их расставанию. Бедная Флоренс после года отношений с Кринжем пытается его отпустить и учиться жить без него. И вот в один из дней она вспоминает свою детскую мечту. И вот попёрло все, попёрло. И кошку себе завела, и картины пишет, выставляет и в галерее. Галилео. Бизнес, одним словом. Ну и все, хэппи-энд. Этим и заканчивается игра. И какова же мораль всей этой истории? Какие выводы можно сделать? Следуй за мечтой? Не стоит встречаться с индусами? Надейся только на себя? Что я должен понять из всего этого? Окей. Если я правильно понял, то игра мне прямо в лицо говорит, что отношения — это не всегда счастье. Забей на них хуй и живи как душе угодно. Так-то оно так, и я в принципе с этим согласен. Каждый проебывает жизнь так, как хочет. Я вот энергетиками себя травлю, и ничего же. Но подано это так всрато, что мне хочется блевать от всего этого. Почему козлом отпущения делают несчастного Кринжа, если героиня сама провоцировала ссоры постоянно? Сама же по своей личной инициативе заставила его уходить в колледж, тем самым повесив его себе на шею. И что по итогу? Расставание по причине рутина погубило наши отношения?
Это буквально самый отвратительный пример того, как можно расписать неудачные отношения и выставить одного из партнеров гондоном, хотя по факту виноваты двое. А ведь историю можно было расписать куда грамотнее и рассказать, допустим, об абьюзивных отношениях и что из них нужно бежать как из горящего дома. И выставить можно тиранам не только Кринжа, но и Флоренс, так как это работает в обе стороны, и я знаю, о чем говорю. Так игра чему-то бы учила, давала бы правильные советы, наставления на будущее, но нет, блять. И что по итогу, друзья мои? Флоренс — это самая отвратительная новелла, которая показывает отношения как нечто, ну знаете, лишнее в жизни. Ну вот знаете, эти мужики там, уебки, не дают раскрыть свой потенциал. А вот если взять прошу прощения, взять матку в кулак и начать ебошить, то пойдет воркинг, бизнес и все дела. Вы можете со мной не согласиться и сказать, что я все выдумал и перековеркал, но в игре нет диалогов, так что я могу интерпретировать сюжет как захочу. И вообще, ваше мнение мне, конечно же, важно. Так что оставляйте комментарии по этому поводу, делитесь роликом со своей ЛПшкой и, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на мой OnlyFans. И не забывайте, что отдавать 265 рублей за игру, которая проходит за 20 минут, это пиздец.